Высота уровня воды в водопроводе 10 метров. Одинаковое ли давление на стенке трубы на разных высотах? Каково давление, созданное только столбом воды у нижнего конца трубы? Водопровод, схема вот такая, верхняя часть водопровода и высота водопровода H равно 10 метров. Спрашивается, одинаковое ли давление на стенках трубы водопровода, какого давления в нижней части. Мы исходим из стандартного определения давления. P равно сила давления, сила, которая действует на какую-то площадь. Пусть труба имеет какую-то площадь вот здесь в сечении. Будем считать, что масса воды, которая действует, можно использовать как давление, будет определена вот этим именно трубой. F будет равна масса воды умножить на G. Массу можно представить как объем умножить на плотность, а объем мы представляем как сечение трубы умножить на высоту. Масса будет равна чему? Объем умножить на плотность. Итого S умножить на H и умножить на ρ. В данном случае ρ берем табличное значение, это плотность 1000 кг на метр кубический, и G берем как 10 метров за секунду в квадрате. В разных задачах иногда говорят либо 10, либо 9,8. Мы возьмем 10. Итак, тогда давление, которое создается высотой 10-метровой трубы, будет равна масса умножить на G делить на S, на площадь. Массу записываем. S умножить на высоту, умножить на плотность и умножить на G. И делить что? И делить на площадь. S и S можно сократить, и мы получаем стандартную формулу, которую можно определить как давление воды, причем не зависит от конфигурации самой этой трубы. P равно H умножить на ρ и умножить на G. Это будет давление вот в этом месте. Давайте посчитаем, чему же оно будет равно. P равно 10 метров умножить на 1000 килограмм на метр кубический умножить на 10 метров на секунду в квадрате, это G. Получается 5 нулей. Этот метр мы можем сократить с одним из показателей. То он будет метр квадратный. Получается вот здесь вот не что иное, как килограмм на метр на секунду в квадрате. Это ньютон. Делить на метр квадрат. Определение давления. Так запишем 10 пятый ньютон на метр квадрат. Либо ньютон на метр квадратный, это что иное, как паскаль. Можем записать, что P равно 10 пятый паскаль. Можно по-другому написать, это 100 килопаскаль. Это давление вот в этой точке. Теперь, если посмотреть, каким образом распределено давление, вот это, возьмем график высоты, это высота H, самой высокой точки. Тут будем считать, что H, вот сюда будет увеличиваться значение H. Тут будет 10 метров. С самой высокой точки, где находится вот эта точка, самой точки, давление будет минимальное, вот здесь будет P. В самой нижней точке давление будет максимальное. Причем, если обратите внимание, оно имеет линейную зависимость. P равно H умножить на ρ умножить на G. И P как можно написать как функция от высоты, причем линейная функция от высоты. Максимальное значение давления P будет в самом низу, а минимальное значение P будет наверху. Чем вот эта высота от этой точки, как мы считаем нулевой точкой, опускается ниже, тут будет H равно здесь 0, а здесь будет равно 10 метров. Чем он опускается ниже, чем ближе к 10-метровой высоте, тем давление будет